Чрезвычайное положение на 2 года. Кампания по дерегулированию в экономике, в тарифной политике, в социальной сфере, пенсионном обеспечении и образовании. С таких мер начал свои реформы вступивший в должность 2 недели назад президент Аргентины Хавьер Милей. Указ президента, либертарианца с бензопилой, был воспринят противоречиво. Одобрением представителей бизнеса с одной стороны и стуком кастрюль и сковородок по площадям и балконам Буэнос-Айреса с другой. Сам Милей объяснил свои действия необходимостью разрушить репрессивную государственную систему, которая в свою очередь разрушала экономику страны без малого 40 лет. Дела в экономике Аргентины и вправду идут неважно. Некогда одна из богатейших стран мира, с 30-х годов прошлого века Аргентина переходит из одного кризиса в другой. К дню сегодняшнему страна подошла с годовой инфляцией, перевалившей за 148%. За чертой бедности там живет примерно 45% населения. Как государство, богатое природными ресурсами и имевшее в начале 20 века экономический потенциал, сравнимый разве что с Соединенными Штатами, дошло до такой жизни? Каким образом первый в мировой истории президент-либертарианец планирует исправить эту ситуацию? Насколько велика угроза серьезного раскола в аргентинском обществе? Есть ли у нового президента шансы на успех? Давайте разбираться. Перед тем, как начнем, хочу быстро напомнить вам про наш сайт Relocats. Там в том числе есть большой раздел по Аргентине. Это одна из тех стран, где легко и быстро можно получить гражданство. Если вы там поживете какое-то время, или если у вас там родится ребенок. Заходите на сайт Relocats, почитайте, как туда переехать, если вдруг вам это интересно. Ну все, давайте начинать. Сегодняшний разговор будет неполным, если мы кратко не обсудим исторический контекст. На рубеже 19 и 20 веков Аргентина по-настоящему процветала. Множество плодородных земель и пастбищ, отличный человеческий капитал, пополняемый активными и целеустремленными мигрантами из Европы, ищущими лучшей жизни в новом свете. Страна была в числе мировых лидеров по экспорту зерна. А изобретение холодильного оборудования сделало Аргентину еще и крупнейшим поставщиком говядины на европейские рынки. Доходы населения росли. Средняя аргентинская семья в конце 19 века была в 2 раза богаче итальянской, в 3 раза состоятельнее японской. 50 лет подряд экономика государства стабильно росла. Побить экономические рекорды Аргентины не удавалось никакой другой стране. Проблемы начались во время Первой мировой войны. Сначала из-за нейтрального статуса Аргентины сократились иностранные инвестиции. Потом открытие Панамского канала перекроило логистику морской торговли. А там подоспела и Великая депрессия в США. На фоне других стран Аргентина неплохо справлялась с трудностями. Но если в крупных городах дела шли удовлетворительно, производство там держали крупные компании, то провинция начала беднеть. В поисках работы люди устремились в 3 крупнейших города, где закономерно образовался избыток рабочих рук. Стала расти безработица, за ней подтянули социальное неравенство, а затем и трущобы на окраинах. Череда военных переворотов привела к власти Хуана Перона, диктатора и национального героя. Его идеи по сей день популярны в аргентинском обществе. С 1946 года Перон начал строить в Аргентине суверенную экономику – гибрид капитализма с социализмом. Перон считал, что неизбежна Третья мировая война, и поэтому не хотел вступать в тесные отношения с какими-либо странами, что сильно вредило Аргентине. Были национализированы почти все предприятия с иностранным участием, а их тогда было очень много, даже главный государственный банк. Власти начали политику импортозамещения. Профсоюзы, традиционно имевшие влияние, тут были еще более усилены, их лидеры допущены во власть. Росли социальные пособия, работодатели вынуждали повышать работникам зарплаты, увеличивалось количество чиновников и госслужащих, получавших деньги из госбюджета. В партию, образованную Пероном, вступили почти 90% взрослых аргентинцев. Пару лет дела шли неплохо. Европа, обескровленная Второй мировой, была постоянным покупателем сельхозпродукции. Однако отказ Перона в более тесном сотрудничестве с США и Европой из-за боязни Третьей мировой войны и неподписание Аргентиной зерновой сделки сыграли с Пероном злую шутку. Изолированной оказалась уже сама Аргентина. Экономическая эффективность национализированных предприятий и курсы импортозамещающей индустриализации стала постепенно снижаться. Элите и гражданам приходилось все дороже платить за поддержку курса, выбранного Пероном. Правительство включило печатный станок, инфляция полезла вверх. Набор дальнейших шагов совершенно типичен и, к сожалению, узнаваем. Новая конституция, закрепляющая неограниченное количество перевыборов Перона, затем назначение центром глав регионов, контроль над парламентом и судебной системой, цензура в СМИ,
Далее полноценный культ личности, еще больше экономические проблемы. И, наконец, военный переворот. Дальнейшая политическая и экономическая история Аргентины колебалась в диапазоне от плохого к худшему. Казалось, что страну настигло какое-то историческое проклятие. Смена власти происходила преимущественно через государственные перевороты. Проблемы дефицита бюджета неоднократно решались путем допечатывания денег. Затем страну накрывал очередной виток гиперинфляции с 1000% ростом цен. Как следствие, забастовки и беспорядки, их подавление, террор и новый госпереворот. Были предприняты многократные попытки экономических реформ. Страна перепробовала почти все известные рецепты самых разных стран, от Израиля до Чили и Мексики. Несколько раз была переучреждена национальная валюта, а Аргентина стала рекордсменом по числу программ помощи МВФ. Но хоть как-то реанимировать аргентинскую экономику удалось лишь президенту Карлосу Менему. И случилось это уже ближе к 90-м. Его министр экономики Доминго Ковало жестко укрепил курс национальной валюты. Сначала Австралия, а с 92 года песо к доллару по курсу 1 к 1. С условием, что страна может печатать лишь столько песо, сколько долларов было в резервах. Однако тем самым это сделало Аргентину лишь более неустойчивой к последствиям азиатского кризиса 97 года и последующего дефолта в России, отчего инвесторы начали выводить валюту из развивающихся стран. К 2001 году страна снова сорвалась в крутое пике. Инфляция, безработица, дефолт, преступность, отъезд молодежи из страны. В 21 век Аргентина вошла в сильнейшем социальном и экономическом кризисе. События снова развивались по знакомому сценарию. Уличные протесты, политический кризис, бегство президента на вертолете, крупнейший на тот момент в мировой истории дефолт и исключение Аргентины более чем на десятилетие из международных программ помощи. Потом дефолт 2014 года, пришедшее к власти в 2015 году либеральное правительство Маурисио Макри тоже не сможет исправить ситуацию. В 2018 году наступит новый кризис. Сначала ошибка Центробанка, допущенная под давлением правительства, а потом сильнейшая засуха, которая ударила по аграрной отрасли. Потом пандемия ковида и 9-й по счету дефолт, который Аргентина пережила в 2020 году. Президентским выбором 2023 года страна докатилась все в той же колее стабильного экономического бедствия. Ключевая ставка 97%, выше только в Зимбабве. Кредитование фактически недоступно. Доверие инвесторов подорвано. Тотальный контроль цен и угроза гиперинфляции. Граждан от мала до велика бросают в дрожь от слова «дефолт». Но вместе с тем никаких фатальных, неустранимых причин для того, чтобы переползать из одного кризиса в другой, у Аргентины нет. Это богатая ресурсами страна. Она, например, способна полностью обеспечить себя нефтью. Есть все условия для производства традиционных мяса и пшеницы. Плодородные земли и подходящий климат никуда не делись. К тому же в стране достаточно молодое население, средний возраст аргентинцев около 30 лет. И на последних выборах аргентинцы избрали президентом Хавьера Милея, 53-летнего экономиста, автора множества книг по экономике и политике, но главное – убежденного либертарианца. Милей стал самым первым в истории президентом, продвигающим такие идеи. Теперь давайте разберемся, в чем заключаются убеждения либертарианцев. Основное право человека, по их мнению, свобода от любых посягательств. И в отношении личности, и в отношении собственности. Государственные законы должны стоять на страже этой свободы и обеспечивать соблюдение добровольно заключенных договоров. Налогообложение в либертарианской философии приравнивается к грабежу, потому что посягает на нерушимое право собственности. А таможенные сборы расцениваются как препятствие на пути свободной международной торговли. Приверженцы либертарианства выступают против любых субсидий, пособий, государственных дотаций. Помощь слабым гражданам – дело благотворителей, а помогать слабому бизнесу вообще значит вредить экономическому балансу. Сильный бизнес выживет сам, а слабому туда и дорога. Не одобряют либертарианцы и обязательную воинскую службу, и обязательное школьное образование, и вообще какое-либо регулирование трудовых отношений. Зато выступают за полную, без каких-либо ограничений, свободу слова, за защиту жителей от любой агрессии, будь то военная угроза извне или преступность внутри страны. С точки зрения либертарианцев, защита должна осуществляться за средства граждан частными структурами и на основе конкуренции. Тут оговоримся, что внутри либертарианства существует множество течений от мягких до максимально радикальных, отрицающих само существование государств. И вот в 23 году Хавьер Милей, лидер коалиции «Свобода наступает», либертарианец, провозгласивший себя антисистемным кандидатом,
выигрывает президентские выборы в Аргентине. За него голосуют 56% избирателей, против 44% голосов. За перониста Серхио Массу. Предвыборная кампания Милея запомнилась активным использованием бензопилы и эпатажными выходками в духе Дональда Трампа. Ядром его поддержки стала молодежь, но в целом избиратели голосовали за него по принципу «пусть пробуют, хуже уже не будет». Перед выборами Хавьер Милей обнародовал список из 30 основных реформ. В перечень вошли отказ от регулирования цен, ликвидация части пособий и субсидий, реформа таможенных правил, быстрая приватизация государственных компаний, в том числе СМИ, сокращение количества министерств до 7 и создание вместо Министерства здравоохранения и Министерства образования нового Министерства человеческого капитала. А главное – уничтожение Центробанка бензопилой, то есть полный переход с аргентинского песо на доллар для борьбы с инфляцией. Против Милея осуществлялась кампания страха. Одной из главных тем, которую тогда распространяли, стало то, что якобы Милей поддерживает идею о свободной продаже человеческих органов и огнестрельного оружия. В реальности в программе такого пункта нет, однако несколько лет назад во время одного из интервью по поводу либертарианского взгляда на те или иные предложения он сказал, что не против разрешения свободной продажи человеческих органов. «Почему все должно регулироваться государством? Мое тело – моя собственность», – сказал он. Что не мешает Милею выступать против абортов. После победы на президентских выборах Милей собрал команду либеральных экономистов, по большей части из либеральной коалиции «Вместе за перемены». Эта коалиция правила с 2015 по 2019 годы. Реформы Милея были по большей части переработаны ими, а долларизация и отказ от песо отложены на неопределенный срок. Проблемой Милея является то, что на большую часть даже этих реформ, за исключением сокращения количества министерств, ему нужны голоса в обеих палатах парламента, а там у него нет большинства ни в одной. Поэтому он решил использовать особые полномочия, которыми часто пользуется аргентинский президент. Один из способов получить такие полномочия – использовать так называемое постановление о необходимости и срочности. Это что-то вроде срочного и безотлагательного указа. При чрезвычайных обстоятельствах он применяется только исполнительной властью без участия законодательной, но имеет статус закона. Однако для того, чтобы стать полноценным законом, такой указ должен пройти через парламент. Его могут отменить, если обе палаты, в которых у Милея и «Вместе за перемены» нет большинства, голосуют за отмену этого указа. По мнению новоизбранного президента, состояние дел в аргентинской экономике на чрезвычайные обстоятельства вполне себе тянет. И вот такой безотлагательный указ Милея должен вступить в силу 29 декабря. Разрабатываемый в течение многих лет командой экономистов, близких к прошлому президенту Маурисио Макри, указ включает около 300 пунктов и отменяет законы, регулирующие рынок аренды жилья в Аргентине, таможенные соглашения, вопросы владения землей и розничной торговли. Изменяет указ и правила игры для авиакомпаний, системы здравоохранения, фармацевтики и туризма. А еще пересматривает юридический статус государственных компаний страны, позволяя их приватизировать. Главная цель этих действий – стимулирование конкуренции. Кроме того, указ Милея затрагивает непосредственно интересы работников. Выходные пособия сокращаются, испытательный срок для новых сотрудников увеличивается. Сами компании больше не будут платить штрафы за отказ официально трудоустраивать работников. Для страны с традиционно сильным профсоюзным движением это очень ощутимые перемены. Некоторые шаги, которые можно было законно предпринять уже сегодня, президент с бензопилой не стал откладывать на завтра. Например, он уже уволил всех госслужащих, принятых на работу после 1 января этого года, а до этого снизил количество министерств до 9, с учетом создания нового Министерства человеческого капитала. Более того, Милей планирует снизить зарплаты оставшимся госслужащим и самому себе. Первое серьезное испытание правительства Милея прошло уже на этой неделе. После объявления срочного безотлагательного указа профсоюзы и пикетчики начали протесты и забастовки. Но, к удивлению многих, по большей части они прошли мирно, и обещанные перекрытия городов прошли в гораздо меньшем объеме, несмотря на недовольство определенной части общества. Сейчас у Хавьера Милея есть совсем немного времени, чтобы начать выводить экономику из пике. Терпимость общества к либеральным или даже либертарианским экспериментам будет зависеть от экономических результатов политики нового президента. Сам Милей признается, что быстрых успехов ждать не стоит, и в ближайшие месяцы аргентинцам будет тяжелее. Но иначе, говорит он, страну не вытащить из той экономической ямы, в которой она оказалась. Есть ли шанс, что у нового президента получится задуманное?
Безусловно, есть. Если не обсуждать всерьез тему экономического проклятия Аргентины, то у страны нет никаких неустранимых препятствий для нормального развития и процветания. Ошибки, допущенные людьми при строительстве государства, людьми же и исправляются. В своей истории Аргентина имела опыт серьезных и устойчивых экономических успехов. И сейчас, несмотря на тяжелые проблемы, у страны есть очень перспективные точки роста. В первую очередь это агробизнес, энергетика, горнодобывающая промышленность и цифровые услуги. Аргентина – лидер по количеству успешных стартапов, единорогов, что называется, в Южной Америке. На территории Аргентины находится большое месторождение сланцевого газа, второе по величине в мире. Поставка его по трубопроводу в соседние Бразилию и Чили идет уже сейчас, и этому бизнесу есть куда расти. Также имеются планы по разработке огромных запасов лития. Есть вероятность, что страна станет третьим в мире по объемам производства этого чрезвычайно важного белого металла. Аргентина – страна с большим потенциалом. Вот только над ней всю дорогу ставили эксперименты, каждый раз неудачные. Посмотрим, к чему приведет нынешний эксперимент. Возможно, Милей справится, и мир получит первый образец практического применения либертарианской философии в реальности. А мы станем свидетелями беспрецедентных экономических и политических событий. Хотелось бы. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.